Гель, а ты знаешь, что такое ветер? Я не знаю, что такое ветер. Кот, а ты знаешь, что такое ветер? Как же научить ребенка, что такое ветер? Придумала! Всем привет! Меня зовут Оля. Все мы сталкивались, как родители, с такой проблемой. Наши дети постоянно задают нам вопрос: мам, а что такое ветер? Мам, а что такое солнце? Сегодня я вам помогу объяснить ребенку на примере простых вещей, а что такое ветер. Для этого нам понадобится дождик. Мы взяли парик. Он продается в любом магазине творчества. Его можно найти везде. Это будет самый лучший способ, как объяснить ребенку, что такое ветер. Дальше нам понадобится, та-дам, ветерок. Самый простой обогреватель, который работает в нескольких режимах. Дальше нам понадобится самый простой цветной картон. И еще самое важное, вам понадобится ребенок. Килюш, иди ко мне. Гель, ты хочешь узнать, что такое ветер? Да. Да? Да. Ну давай, смотри, что мы с тобой сейчас делаем. Садись сюда. Смотри, у нас с тобой есть ветерок. Что мы с тобой делаем? Сейчас мы ветерок поставим на столик, чтобы тебе было удобно. Смотри, что мы с тобой будем делать сейчас? Включаем ветерок. Оп! Ветер бывает разный. Он бывает как холодный, как и теплый. Какой ты любишь больше ветер всего? Теплый. Теплый? А посмотрим, как теплый ветер дует? Да. Смотри, что мы с тобой сделаем. Мы сейчас включим ветерок, и он будет теплым. Так дует теплый ветер. Раз, два. Ну-ка, ручку поднеси. Тепло? Такой ветер теплый. Но теплый ветер бывает еще слабый, вот как сейчас, да? Но бывает также и сильный. Смотри. Сильно дует? Да. Да? Ну-ка, а давай-ка сделаем слабже. Слабже дует? Да? Оп! Это теплый ветер. А еще ветер бывает холодным. Посмотрим? Я не хочу холодный. Ты не хочешь, ты не любишь холодный ветер? Да? Тогда мы с тобой будем только с теплым, да, ветром? Хорошо. Что? Холодный. Что? Я не хочу холодный. А мы не будем, раз ты не любишь холодный ветер, мы не будем его смотреть. Только теплый. Только теплый. Смотри. Помнишь, когда мы с тобой гуляли, деревья от ветра колышутся, листочки шумят? Помнишь летом? А хочешь посмотреть, как дома сделать ветер и посмотреть, как он работает? А холодный я не люблю. Хорошо. А хочешь посмотреть, как ветер работает? А холодный я не хочу. Я не люблю. А мы холодный. будем только теплый, договорились? Смотри, бери парик. Вот так держи его, вот так. Поднимай его высоко и ближе. И смотри, что сейчас будет, как будет ветер дуть. Смотри, Только теплый. Смотри. Что с париком? Как? Чё? Двигается. Двигается. Это ветерок, это ветер. Смотри, как он двигается. Смотри, как колышутся наши золотинки. Да. Это ветер. Это самый простой способ. А холодный я не люблю. А холодный ты не любишь, правильно. Понравилось? Да. Так. Теперь выключаем. А теперь выключаем. И еще есть способ. Гель. А сейчас мы с тобой попробуем еще один способ, как сделать ветер дома. Как ты думаешь, ветерок понадобится? Нет. Нет. Убираем, правда? Убиваем. Что у нас осталось? Вот это. А что это? Цветной картон. Что мы с тобой делаем? Смотри, разные цвета, да? Да. Какой цвет выбираешь? Я вот это. Оранжевый. Бери. Да. Выбираем оранжевый цвет. Что мы делаем? Давай, маме. Надо сейчас тебе двигать вот так. Сможешь вот так двигать? Да. Ну-ка, давай попробуем.
Двигай. Молодец, смотри. А теперь дуй на парик. Вот так. Дуй. Что с париком? Двигайся. Двигается. Это ветер? Правильно? Вот такими простыми способами можно объяснить ребенку, как действует ветер и что это такое. Гилюш, тебе понятно, что такое ветер? Да. Точно? Дай 5. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока!